У нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Алексей Валерьевич Исаев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Сразу отмечу, что если заглядывать еще в ведомости боевого состава и обнаруживать, что на целую стрелковую дивизию имеется один станковый пулемет, в другой 6 станковых пулеметов, понимаешь, что сил для обороны действительно было не так много. И чтобы, опять же, не быть голословным, один станковый пулемет был в 290-й стрелковой дивизии, 6 станковых пулеметов 217-й. Это было на подступах Тули в самый, может быть, критический момент. Это рубеж октября и ноября 1941 года. Прежде всего, Тула была целью второй танковой группы, которая 6 октября 1941 года стала именоваться второй танковой армией под командованием Гейнца Гудериана. И Тула приняла на себя удар одной из 3 танковых групп, вскоре получивших статус танковых армий, в ходе битвы за Москву. То есть, когда мы говорим Тула, мы говорим Гудериан. То есть, это бастион на подступах к Москве с югу, который удерживал наступление одной из 3 механизированных объединений вермахта. И этим имело огромное значение для обороны Москвы. То есть Москва противостояла натиску с запада и с северо-запада, а Тула обороняла подступы к столице с юга, и значение Тулы трудно переоценить, потому что настолько сильные, вышкаленные, имевшие большой опыт и руководимые опытным танковым начальником Гудерианом, немецкие части были очень сильным противником. Как завязалась вообще борьба за Тулу? Борьба за Тулу на начальном этапе была тесно связана с такой грустной страницей, тяжелой страницей, как окружение под Брянском, Брянского фронта. И многие знают о боях под Мценском, где столкнулись советские и немецкие танки, где начинал свою активную карьеру Михаил Ефимович Катуков как танковый командир. Он вывел свою бригаду в гвардию, как известно. И после боев за Мценск, когда Мценск был большей частью оставлен, имелась пауза в этом наступлении, потому что в какой-то момент могло показаться, что немцы, называется, ничем не сдерживаемы, двигаются на Орел, на Мценск. Под Мценском их встречают резервы, 2 танковые бригады, гвардейский стрелковый корпус. И пауза, возникшая в связи с необходимостью немцев уничтожить тех, кого они окружили, и подтянуться к району Мценска, позволяет усилить оборону, укрепиться такому соединению, которое сыграло огромную роль в обороне Тулы. Это 6-я гвардейская стрелковая дивизия. Это в первой десятке Советской гвардии, как следует из ее номера. И то, что она была в первой десятке гвардии, надо усилить тем тезисом, что это было соединение, ранее 120-я стрелковая дивизия, которая отличилась под Ельней. То есть под Ельней участвовала в боях в качестве 120-й стрелковой дивизии и получила гвардию, была выведена на доукомплектование. Причем такие были приказы постараться сохранить довоенный штат. Но это на самом деле, конечно, была трудно реализуемая идея, но тем не менее попытались в следующей волне гвардейских формирований 5-й, 6-й стрелковой дивизиям гвардейским сохранить довоенные достаточно такие сильные штаты, и хотя бы частично это попытались реализовать. Командовал дивизией генерал-майор, получивший генерал-майора по аттестации в 1940 году, Константин Иванович Петров. Человек на самом деле не молодой, он был не типичным для Красной Армии, таким 40-летним командиром, ему было 47 лет.
И надо сказать, что пауза, возникшая в боевых действиях, была использована гвардейцами, только что получившими гвардию, полками на всю катушку. То есть полностью постарались максимально усилить оборону, и эта предосторожность была отнюдь не лишней. И вообще, что стоит отметить вот именно в этом эпизоде? Очень часто в боях и 41-го, и 42-го, да и на самом деле и в каких-то оборонительных операциях последующего периода не угадывали, где ударят немцы. Вообще угадать за противника довольно сложно. И один из случаев нетипичных, я не скажу, что он единственный, то есть были прецеденты, но вот один из немногих прецедентов, когда угадали, где ударят немцы, это был как раз эпизод с 6-й гвардейской стрелковой дивизии под Мценском на дороге в направлении Тулы. При этом на одну советскую стрелковую дивизию приходилось 2 немецких танковых. Это была 3-я и 4-я танковые дивизии. По штыкам здесь вот какое дело. Танковая дивизия обладает преимуществом подвижности над любой пехотной, поскольку советская стрелковая дивизия вынуждена была занимать фронт широкий 20 километров. То есть это вдвое больше, чем по уставу. С точки зрения штыков, конечно, немецкие дивизии успели понести потери. Они двигались от района Бреста. 24-й танковый корпус был под Брестом, и они двигались через Белоруссию, участвовали в Киевском котле. Одним словом, они, конечно, были не в состоянии, что называется, как вчера, с переформирования. То есть не по 16 тысяч человек они, конечно, были. Понесли существенные потери, но, тем не менее, по численности личного состава, понятно, что среди этого личного состава были, с одной стороны, там и водители автомашины, коноводы и тыловые подразделения советской стрелковой дивизии, но это где-то соотношение минимум 1 к 2. То есть двойное превосходство немцы имели, но они имели существенное качественное превосходство, которое заключалось в том, что на стороне немцев была сформирована боевая группа, в которой было сразу 100 танков. И артиллерийскую поддержку на этом участке обеспечивала им артиллерия калибром до 210 мм, то есть вплоть до мортир 210 мм. Удар артиллерийский был очень сильным. Кроме того, Гудериану было обещано, и реально это было задействовано, еще авиационная поддержка. Авиационной поддержки, насколько можно судить по документам, у дивизии Петрова не было вообще никакой. То есть, по крайней мере, это не прослеживается. Может быть, она, там, что называется, где-то документы еще лежат, где там будет сказано, чем занималась конкретно авиачасть, но, скорее всего, ее просто не было. Артиллерия оставалась богом войны, хотя 6-я гвардейская стрелковая дивизия не располагала, конечно, орудием большой мощности, 203, например. Она располагала артиллерией калибром 76, 122, 152. И в обороне были пристреляны рубежи, подготовлены участки заградительного огня. И парадокс заключается в том, что благодаря угадыванию точки, где ударят немцы, выбор был на самом деле невелик. Было шоссе и обходной маневр, где немцы ударят в обход. Соответственно, либо справа, либо слева. И угадали, что ударят справа. Что называется, нанесут, проводя боксерскую аналогию, будет хук справа. И действительно, немцы оправдали ожидания Петрова и ударили именно там. Причем имела место распутица. То есть, действительно, это 20 числа октября 1941 года. В условиях распутицы немцы, пользуясь наличием своей тяжелой техники, прежде всего тяжелых артиллерийских тягачей, они решили обойти наиболее плотную оборону на шоссе с фланга и
с перетаскиванием через реку Зуша, как раз под Ценском, и танков, и артиллерии до зениток включительно. И одновременно был сковывающий удар вдоль шоссе. Вообще иногда говорят, что вот немцы не практиковали всевозможных там сковывающих ударов, что не пытались бить там, где, что называется, заведомо не получится. Пытались. То есть общие принципы ведения боевых действий. Всегда бывают ситуации, когда кто-то идет в атаку с весьма сомнительными шансами на успех. И в данной ситуации атака на 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию был именно такой случай. И был удар с фронта, сковывающий, и вот этот вот обходной маневр, предпринятый 3-й танковой дивизией. Причем в последний момент сменилось командование. 3-й танковой дивизией командовал Вальтер Модель, будущий фельдмаршал. И он буквально за день до начала боев ушел на повышение. Его сменил тоже впоследствии далеко продвинувшийся генерал-лейтенант Герман Брейт. И вот этот вот обходной удар у немцев не получался в течение нескольких дней. То есть в течение 2-3 дней они таранили оборону одной стрелковой дивизии. Это, опять же, ну не сказать, что, конечно, беспрецедентно, но это далеко не рядовой случай в истории войны, когда на направлении главного удара немцы в течение 2 дней вообще терпят неудачу за неудачей. И сдерживала их действительно артиллерия прежде всего, поскольку поддержка танковая у гвардейцев была довольно слабая. Были в качестве танковой поддержки буквально там десяток танков 11-й танковой бригады, которая понесла достаточно серьезные потери в боях под Ценском. И вот это упорное сопротивление, я думаю, оно было неожиданно для всех. Оно, я думаю, было неожиданно, в том числе и для советского командования. То есть для советского командования было понятно, что 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию рано или поздно протаранят, и даже скорее рано, чем поздно. И силы по максимуму оттягивались на Тулу. То есть имевшиеся резервы оттягивали к Туле, потому что было понятно, что 6-я дивизия простоит сколько сможет, продержится сколько сможет, но это будет явно не, что называется, не неделя. Очевидно было, что придется сражаться уже на ближних подступах к городу и организовывать оборону, пока держатся гвардейцы. Это был профессионал, и они обошли по бездорожью, что называется, погружаясь в грязь по оси, за 2 суток. Они все же протаранили оборону дивизии Петрова, вышли на шоссе у нее за спиной, и после этого рванули по трассе, по шоссе на Тулу. 6-я дивизия в порядке, но она отошла на восток, то есть ее немцы сбили со своих позиций, и она технически не могла оборонять Тулу, потому что она передвигалась пешком, немцы ехали на автомашинах. И еще один был момент, когда, ну, это стечение обстоятельств, это вряд ли какое-то чудо разведки, ударили прямо по штабу 11-й танковой бригады. Командир бригады пропал без вести, то есть считается пропавшим без вести Бондарев. Что с ним случилось, неизвестно, но в плен он, судя по всему, не попал, поскольку допроса не найдено. И путь на Тулу открыт. И здесь я все же скажу, что то, что Гудериан плохо замыкал котлы, с чем он не справлялся, среди других немецких военачальников, он плохо замыкал котлы. Котлы были дырявые. И то, что он позволял вырваться из окружения хотя бы части сил Брянского фронта, это работало против него. Да, вы совершенно правы, что выходили, можно сказать, сотни человек. Но если, опять же, называть конкретные цифры, то к 16 октября из состава 50-й армии, которую возглавил Ермаков после гибели командарма, там 217-й дивизии 300 человек, 299-й 400 человек, 260-й 200 человек, самая там многочисленная, 154-й 1200 человек.
Но на самом деле тут еще собирались силы, поскольку это был основной отряд, и часто еще подтягивались. Потому что если посмотреть другие доклады, более поздние, то по докладу Еременко, там, к 20 октября, из той же там 217-й дивизии, которая по первоначальным докладам всего 300 человек, вышли ни много ни мало 1600. Там, из 290 – 1524. Возможно, это уже сумма тыловых частей, которые там ушли раньше, и непосредственно боевого состава. Но выходил костяк соединения, то, что называется активные штыки, потому что способностью пробиваться к своим обладают все же люди с пехотной выучкой. И это то ядро, вокруг которого можно выстраивать заново дивизии. Поэтому эти силы не надо, конечно же, недооценивать. Но оборона Тулы – это на первом этапе, конечно, осуществлялась самыми слабыми частями. Это абсолютно не впечатляет их численности. Несмотря на то, что их пополняли маршевыми ротами, конечно, советская команда понимала, что с 300 людей много не навоюешь, и пополнение поступало. Но если, опять же, брать до 31 декабря, с 1 августа по 31 декабря 1941 года, в виде маршевого пополнения в Красную Армию ушло 2 миллиона 200 тысяч человек. Это больше, чем численность всех сформированных дивизий вместе взятых. Так что это тоже нельзя полностью недооценивать, но непосредственно оборону Тулы, она держалась, те, кто попали под первый удар, это Тульский рабочий полк и 156-й полк НКВД. Кроме того, были сняты с ПВО Тулы зенитки, и зенитки, они, конечно, имели то преимущество, что они пробивали любой немецкий танк с любой дистанции боя. Зенитки 85 мм это было реально чудо-оружие Красной Армии 1941 года. Они, конечно, были большие, громоздкие, но на стационарных позициях они работали хорошо. Значит, относительно Тульского рабочего полка. Это как раз тема, о чем спорят историки. Относительно того, как оборонялся Тульский рабочий полк, есть полярное мнение. Утверждается, там, бойцы Тульского рабочего, цитата из мемуаров одного из участников событий: вражеские танки утюжили окопы, мужественные тулики не отступали. Но если мы возьмем документы, которые писались не для нас, они писались для себя, были, к сожалению, нелицеприятные отзывы о Тульском рабочем полке. Это тоже не надо игнорировать, не надо от этого, что называется, закрываться. Это документы, которые тоже надо учитывать. И в отчете о работе Южного боевого участка было указано, что полк был рассеян. В оперативной сводке штаба гарнизона Тулы говорилось о том, что в результате наступления танков противника и минометного обстрела разбежался. Ну, разбежался, конечно, преувеличение, то есть разбежался, в данном случае стоит понимать, как оставил первоначально занимаемые позиции. Алексей Валерьевич, а немцы как оценивали действия наших войск? Ведь сейчас уже много наших историков читают архивные документы немецких частей, немецких офицеров. Вообще, как они оценивали развитие своего наступления? Развитие наступления они оценивали, конечно, без особого энтузиазма. И вот этот бросок Эбербаха по шоссе на Тулу, он у стен Тулы останавливается. Бросок Эбербах – это какая-то особая часть? Эбербах – это был командир внутри танковой дивизии немецкой, существовали бригады, и вот он являлся командиром вот этого штабного, что называется, формирования бригады, вокруг которой создали боевую группу. И вот эта боевая группа как раз и насчитывала 100 танков. То есть он не являлся там ни командиром дивизии, но он находился как раз на том уровне, чтобы
командовать боевой группой. Он был очень опытным танковым командиром, и именно этим объясняется то, что его постоянно назначали на подобного рода предприятия. И надо сказать, что он тоже довольно далеко продвинулся, и в итоге занимал, в общем, не самые малые должности в германских танковых войсках. Но по состоянию на 1941 год, то есть он до этого командовал танковым полком, а потом возглавил такую вот штабную структуру панцербригады Фюнф, то есть 5-я танковая бригада. И она использовалась как раз для формирования боевых групп. Но к чему я упомянул, именно он командовал боевой группой, которая обходила по бездорожью позиции 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Они 2 дня бьются, как говорится, головой в оборону, а потом буквально за несколько дней проходят через Плавск, то есть они Плавск, Щекино, до Тулы, можно сказать, дальше проскакивают огромное расстояние уже в маршевых колоннах, потому что на пути у них уже никого не было. И уже под Тулой, непосредственно у стен Тулы, упираются в советскую оборону, и их сдерживают как раз-таки вот эти разрозненные, так сказать, называющиеся формально дивизиями советские, так, отряды, то есть их иначе как отрядами назвать сложно. И сопротивление этих отрядов немцы сломить уже не могут. И кроме того, они понимают, что если уж у стен Тулы их встретили огнем, то ворваться на улицы города, это означает уличные бои, в которых перспектива успеха, она весьма сомнительная. И, собственно, главным свидетельством того, что оборона Тулы оказалась крепким орешком, именно города Тула, это то, что немцы вынуждены были пойти в обход. То есть они пошли в обход Тулы с востока. Первоначальный удар был в такой населенный пункт, есть Дедилово, это к юго-востоку от Тулы. И что делает советское командование? На самом деле, в условиях такого довольно глубокого прорыва наиболее логичным решением, располагая прежде всего стрелковыми частями, было нанесение контрудара. Кроме того, под Тулу прибывает, во-первых, свежая 413-я стрелковая дивизия, которая сформировалась, ну, можно ее назвать сибиряками. Это реально из Забайкалья 413-я дивизия, приехавшая в составе свежесформированном, у нее там численность общая была даже несколько больше июльского штата, была 13 тысяч человек. Прибывает танковая бригада. Да, танковая бригада не полностью на Т-34 КВ, у нее там действительно, как вы в начале нашего разговора отмечали, там пара КВ, десяток Т-34, остальное легкие танки. Командует и, кстати, впоследствии достаточно известный наш танковый командир Ющук. Ющук, на самом деле, дошел до Берлина. Он участвовал в его корпус, уже он командовал танковым корпусом, он входил в Берлин с востока в составе 1-й гвардейской танковой армии. И пытаются предпринять контрудар. Это тоже останавливает немцев, поскольку они, вот этот широкий фронт, который они проскочили на полной скорости по шоссе, они тоже оборонять адекватно не могут. И поэтому, хотя они контрудар отбивают, но дальнейшие действия по захвату города Тула, они останавливаются. При этом Тула, несмотря на эвакуацию части промышленного оборудования, она продолжает еще и сама себя снабжать вооружением. То есть, если посмотреть, что писали по итогам боев, то за время обороны Тулы до декабря
из оставшихся и вновь изготовленных деталей было сделано на тульских предприятиях 38 артиллерийских орудий, 37 минометов, 800 лопат минометов. Это было такое изделие достаточно своеобразное, совмещающее функции лопаты для самокапа, не миномет 37 мм. 423 пулемета. Это много. То есть, на самом деле, это позволило укомплектовать войска под Тулой пулеметами. Когда выходили из котла там, с одним пулеметом на дивизию, там, с 6 пулеметом на дивизию, когда из цехов выходят один за одним 423 пулемета в течение 2 месяцев, это очень хороший результат. Больше 1000 винтовок, больше 1000 пистолетов, отремонтировали 60 танков, там 70 орудий. Одним словом, то, что за спиной защитников Тула был промышленный потенциал, не нулевой, это очень здорово помогало обороне. При этом надо сказать, что на Тулу после того, как немцы прорвались непосредственно к подступу к городу, было обращено внимание с самого верха. То есть в Тулу лично приехал, конечно, не начальник генштаба, там, не командующий фронтом, но приехал Федоренко, это начальник автобронетанкового управления. Немцы приостанавливают наступательные действия свои, в том числе ввиду проблем со снабжением. То есть, у них не хватает горючего на движение всего транспорта, и наступает оперативная пауза в ноябре, которую обе стороны используют для укрепления своих позиций. То есть, с одной стороны, немцы не добиваются результата с попыткой взять Тулу кавалерийским наскоком. Они кавалерийским наскоком не берут. С другой стороны, попытка советского командования контрударом восстановить положение и нанести решительное поражение тем, кто вышел на подступы к Туле, тоже не удается. Не удается в том числе ввиду того, что подходит к району Тулы еще немецкая пехота. Немецкие танковые соединения, они были наиболее подвижным, наиболее опасным противником, но такая тягучая, плотная масса немецкой пехоты, она тоже составляла немалую проблему. Контрудар наносили советские войска в районе Тулы, это 50-я армия Ермакова. Еще была 3-я армия Крейзера, которая была южнее, и армия Крейзера, она уперлась как раз в немецкую пехоту, которая подошла с запада в район сражения и изменила соотношение сил. Немецкое наступление, очередной его этап, начался 18 ноября 1941 года. А до этого немцы пытались накопить горючее, и Гудериан, сейчас известно, так сказать, донесение, оценка обстановки за день до наступления, и он говорит о том, что достаточное количество горючего накопить не удалось. Там с 1 ноября ежедневно поступало 317 кубометров горючего в сутки, но для создания необходимого запаса нужно было получать в 4 раза больше. В результате немцы начали наступление только танковыми дивизиями, моторизованные дивизии вообще горючего не получили и сидели на месте. Они потом его дождались, перешли тоже в наступление, но 18 ноября следует удар как раз в районе населенного пункта Дедилово. Удар приходится по 413-й стрелковой дивизии, которую пытались использовать в контрударе. Удар, конечно, держит гораздо хуже, чем гвардейцы Петрова. Все же чудо не произошло. То есть, если в случае 6-й гвардейской дивизии чудо было, так сказать, сутки, 2 суток стояния немцев фактически на месте, то тут все было гораздо хуже. И тут надо еще отметить, что огромной проблемой, почему в Тулу приезжал Федоренко, потому что район Тулы и, кстати, эта область, это угольный бассейн московский. И как раз туда, в Сталиногорск, прибывает, опять же, сибирская дивизия. То есть, сибиряки обороняли Москву, это такое известное утверждение, оно не вполне верное, но в конкретном случае с Тулой действительно в район Сталиногорска прибывает дивизия, формировавшаяся в Новосибирске и Красноярске, 239-я. И 239-я дивизия становится активным участником боев по сдерживанию продвигающихся дальше в обход Тулы с востока немцев. В этот момент еще оживляется немецкие моторизованные дивизии, которым доставили горючее. Там частично автотранспортом, частично по железной дороге. Дивизия, которой командовал полковник Мартиросян, оказывается в окружении к 24 ноября в районе Сталиногорска. И
командир дивизии принимает правильное решение прорываться. То есть не рассчитывать на то, что спасут, а собраться в кулак и прорываться. И вот этот прорыв 239-й дивизии произвел убийственное впечатление на немцев. Они этого не ожидали. Они прорвались в район города Пронска, разгромили штаб 29-й моторизованной дивизии. Уже 27 ноября они вышли из окружения, и мало того, что они вышли из окружения, их сразу же поставили на оборону Коломны, потому что они вышли организованно. И Гудериан о тех событиях писал следующее. Утром прибыл в Епифань, где мне доложили, что ночью 29-я моторизованная дивизия очутилась в критическом положении. Главные силы Сибирской стрелковой дивизии вышли из окружения и ушли на восток. Растянутая линия окружения не смогла сдержать прорвавшихся русских. 29-я мотодивизия понесла большие потери. И прочее, прочее. То есть пошли такие, так сказать, плачи и жалобы. Но факт остается фактом, что да, прорвались. И на самом деле вот эта активность советских войск, в том числе прорывах из окружения, она заставляет немцев действовать очень настороженно. Они продвигаются в том числе на север в направлении Кашира. Туда как раз перебрасывают будущий первый гвардейский кавалерийский корпус Белова. И Белов, что называется, первыми прибывшими подразделениями занимает оборону. Пока еще достаточно жидкая завеса. И тут немцы останавливаются. Они не пытаются двигаться дальше просто потому, что они увидели, что там кто-то есть. Что этот город не пустой. И они не рискуют двигаться дальше, позволяют Белову накапливать силы. Ну, 29 действительно через них, через штаб прокатились вырывающиеся из окружения. То есть это, кстати говоря, это сыграет уже на следующем этапе, когда будет контрнаступление. Дело в том, что 29-я дивизия как раз будет на фланге, и она, что называется, побежит одна из первых, когда будет советское декабрьское контрнаступление. То есть деморализация произошла, да? Да, произошла деморализация. На самом деле, тут еще и захваченные документы. Кому отдали захваченные документы? Потому что вырвавшись вот этот, назовем его, так сказать, 239-й дивизией отрядом под командованием Гайка Мартиросяна, она убывала на другое направление. Захваченные в штабе документы, они кому отдают? Они отдают Голикову, командующему 10-й армией, который уже готовится, собирается для перехода в контрнаступление. Остается, на самом деле, уже считанные дни до советского контрнаступления. И вот эти достаточно ценная разведывательная информация, живые документы, они вручают в штабе Голикова, а сами отправляются под Каширу. Приезжает, опять же, еще одно соединение с востока страны, это 112-я танковая дивизия Гетмана. И за счет этого удается обстановку стабилизировать. А стабилизация означает на следующем этапе возможность начать контрнаступление и отбросить немцев от Тулы далеко на запад. При этом командование меняется, то есть вот эта неудача с немецким прорывом, она заставляет сменить Ермакова. Ну, это на самом деле вопрос еще психологический, вот когда говорят, там сменяют, это не означает, что Ермаков действовал плохо. Вот, я не могу сказать, что к нему есть какие-то явные претензии. Но когда происходит какая-то неудача, смена командования, это является в том числе таким психологическим приемом, который использовали, поставили Болдина, вышедшего из котла под Вязьмой, и он прокомандует 50-й армии уже годы. Но это же не репрессии были в отношении Ермакова? Нет, это были не репрессии, то есть это на самом деле его сняли, опять же, за конкретную неудачу, но это не означало, что, как говорится, катастрофа, он виновен в катастрофе, которая произошла ввиду перехода немцев в контрнаступление. В наступление, потому что здесь кто успевал атаковать первым, тот и выигрывал. То есть, если бы советские части имели возможность перейти в наступление сами, они бы, может быть, и точно так же, ударив по флангу немцев, добились большого результата. Но Аркадий Николаевич Ермаков, он... Нельзя сказать, что он был там, что называется, любимцем командования Западного фронта. То есть тут он
не был тем человеком, которого, что называется, ставили на наиболее ответственные участки. Но, тем не менее, в дальнейшем тут, значит, ситуация такая, что на самом деле им занялись позже. 19 декабря его отдают под суд военного трибунала, то есть это как бы уже после перехода в контрнаступление. Но в итоге его в январе 1942 года освобождают от наказания, восстанавливают звание и награды. В феврале 1942 года он в распоряжении Главного управления кадров, а затем ставят заместителем командующего армией, потом командующим армией, и в итоге он на самом деле вполне успешно воюет, получает звание генерал-лейтенанта в 1944 году, и вот этот эпизод под Тулой, он, конечно, был для него неприятным, но это, скажем так, нельзя взваливать на него вину за то, что ударом опытных, сильных танковых дивизий опрокинули свежесформированное соединение. Главным результатом был срыв наступления второй танковой армии Гудериана на Москву с юга. То есть оборона Тулы, успешная оборона Тулы, во-первых, не позволила Гудериану прорваться к Москве с юга, то, что ставилось германским верховным командованием, а во-вторых, создала предпосылки, вот эта сложная достаточно необходимость охватывать, обходить, растягивать фланги, создала предпосылки для того, чтобы вторую танковую армию со скандалом отбросить на запад. И, как известно, Гудериан в декабре был снят с должности, и снят с должности именно ввиду достаточно беспорядочного отступления своих войск с образованием разрывов с соседом. А ведь там же, они же, немцы, нацеливались чуть ли не на Рязань, ведь там такие были настроения, что вот сейчас Тулу собьем и пойдем дальше в сторону Рязани. Вообще там глубокий охват, нет? Конечно, была Москва. То есть тут надо понимать, что нацеливались на удар на Москву и в обход Москвы с юга. И это было, конечно, основной целью наступления Гудериана. И то, что Тула оказалась орешком, который он не смог разгрызть, несмотря на весь свой опыт и достаточно опытные соединения, это безусловная заслуга советских войск. Поэтому Тула город-герой, потому что это принципиальный момент. Да, когда даже в первом приближении вникаешь в то, что происходило под Тулой, понимаешь, что звание города-героя было присвоено, можно сказать, автоматически. То есть это действительно тот город, который... Фактически гвардейский город, если мы понимаем, как все наши города-герои, как те первые части, которые стали гвардейскими в тяжелейших условиях